Рак желудка входит в пятерку самых распространенных видов рака в мире. Согласно последним данным статистики, наиболее часто диагностируемые виды рака – это на первом месте рак легкого, второе – рак молочной железы, третье – рак прямой кишки и толстой кишки, четвертое – рак предстательной железы и пятое – рак желудка. Есть разные версии, почему у людей развивается рак желудка. Кто-то считает, что главная причина – неправильное питание, фастфуд, копчености, соленые продукты. Кто-то уверен, что все дело в бактерии Helicobacter pylori, которая годами живет в желудке и вызывает хроническое воспаление слизистой. Некоторые люди винят наследственность, курение, алкоголь и постоянный стресс, и даже плохую экологию. Но что из этого действительно повышает риск развития рака желудка? А что является мифом? В этом видео мы простым языком разберем, почему возникает рак желудка, какие факторы риска действительно доказаны, кто находится в группе повышенного риска, какие симптомы нельзя игнорировать. Рак желудка не появляется за один день. Это длительный процесс, который может развиваться годами, а иногда и десятилетиями. Все начинается с повреждения клеток слизистой оболочки желудка. Постепенно в клетках накапливаются мутации, изменения в генетическом материале. И некоторые клетки начинают жить по своим правилам. Они перестают подчиняться сигналам организма и начинают бесконтрольно делиться, не погибая тогда, когда должны, и постепенно образуют опухоль желудка. Именно так начинается развитие большинства злокачественных опухолей, включая рак желудка. Основные причины рака желудка. Обычно болезнь развивается под действием сразу нескольких факторов. Главным фактором риска считается бактерия Helicobacter pylori. Она может годами вызывать хроническое воспаление слизистой желудка. Со временем это часто приводит к атрофическому гастриту и увеличивает риск развития рака желудка. Важно помнить, что Helicobacter pylori – это не рак. Большинство людей с этой инфекцией никогда не заболевают. Но при обнаружении бактерии необходимо обсудить лечение с врачом, гастроэнтерологом. Гастрит. Не каждый гастрит опасен. Повышенный риск связан прежде всего с атрофическим гастритом. Питание. Риск может повышаться при частом употреблении очень соленой, копченой и переработанной пищи. А питание с достаточным количеством овощей и фруктов помогает поддерживать здоровье желудка. Курение и алкоголь. Курение значительно повышает риск рака желудка. Регулярное употребление больших доз алкоголя также может увеличивать вероятность развития болезни. Возраст и наследственность. С возрастом риск рака желудка становится выше, как, впрочем, у любого другого онкологического заболевания. Риск онкологии может быть повышен, если заболевание встречалось у близких родственников, но наследственные формы составляют лишь небольшую часть всех случаев. Как может проявляться рак желудка? Основные симптомы. Быстрое насыщение. Человек начинает наедаться намного быстрее, чем раньше, даже после небольшой порции. Постоянное чувство переполнения после еды – это повод обратить внимание на работу желудка. Потеря аппетита. Еда перестает приносить привычное удовольствие. Аппетит постепенно снижается. Особенно настораживает, если это сопровождается потерей веса. Необъяснимая потеря веса. Человек худеет без диеты заметных изменений в образе жизни. Такое похудение нельзя оставлять без внимания. Важно выяснить его причину. Боль или дискомфорт в верхней части живота. Может появиться тяжесть, жжение и боль в области желудка, особенно после еды. Если неприятные ощущения сохраняются или становятся сильнее, необходимо обратиться к гастроэнтерологу. Тошнота и рвота. Постоянная тошнота и повторяющаяся рвота могут быть одним из возможных признаков заболевания желудка. Особенно важно обратиться к врачу, если эти симптомы появились недавно и не проходят. Кровотечение. Кровь в рвоте или черный дегтеобразный стул могут говорить о кровотечении из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Это тревожный симптом, при котором нужна срочная медицинская оценка и диагностика. Слабость и анемия. При хронической кровопотере может развиваться анемия, из-за которой появляется слабость, утомляемость и головокружение. Иногда именно анализ крови первым показывает, что в организме есть проблема. Важно понимать, что эти симптомы не означают, что у человека обязательно рак желудка. Они могут возникать и при других заболеваниях. Поэтому диагноз устанавливают только после обследования. Итак, это была первая часть видео о раке желудка. В следующем видео мы подробно разберем диагностику и лечение рака желудка. Какие обследования действительно необходимы, зачем нужна биопсия и какие методы лечения на сегодняшний день применяются. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео о здоровье. Если видео было полезным, поставьте лайк и напишите в комментариях, узнали ли вы что-нибудь новое для себя. Всем пока!